Привет, меня зовут Ярослав, я работаю автомобильным дизайнером в компании Subaru Токио, Япония. Здесь я хочу вместе с вами окунуться в автомобильную историю и поделиться мыслями о знаковых автомобилях с позиции дизайнера и просто автолюбителя. Мы находимся на легендарной дороге Хаконе Скайлайн у подножья Фудзиямы, и сюда меня привело долгожданное свидание с поистине особенной для моего сердца машиной, про которую в русскоязычном интернете, к сожалению, совсем мало информации, что совершенно незаслуженно и, я бы даже сказал, незаконно. Насколько мне удастся восполнить этот пробел, будет понятно, посмотрев это видео до конца. А сейчас встречайте Альфа Ромео 1750 GTV или просто Джулия. В этом 105-м кузове стала наследницей легендарной Джульетты и впервые увидела свет в 1963 году. Конкретно эта машина, рестайлинг 70-го года выпуска, была нарисована, как и многие другие модели Альфы, в туринском ателье Бертоне. Как раз в то время туда пришел и начал свое восхождение на Олимп автомобильного дизайна молодой парень с открытой улыбкой по имени Джорджетто Джуджара. Да, 105-й кузов принадлежит перу маэстро. Это была одна из его первых самостоятельных работ. У меня аж благоговейные мурашки по спине. Уже здесь чувствуется, что называется, рука мастера. Характерные чистые линии, простые понятные поверхности, выверенные отражения, знаковость в оформлении передней и задних частей автомобиля. При всей простоте дизайна языка Джуджара нашел место чувственной элегантности. Вы только посмотрите на этот эротичный переход крыши в объем багажника, сужающегося к заднему бамперу, с деликатно посаженными задними фарами, которые словно рубиновые сережки на мочках застенчивой красотки. Этот автомобиль был создан на закате стилистики конца 50-х, ранних 60-х. С их бочкообразными объемами, позитивными формами. Сейчас проедет. И на рассвете строгих утилитарных 70-х. Получился весьма привлекательный, выверенно замешанный коктейль двух, казалось бы, противоположных стилей. Ну и что же говорить о пропорциях? Здесь все в порядке, они просто идеальны. Баланс трех объемов багажника, салона, моторного отсека практически по Фибоначчи. Ничто не разделяет автомобиль на равные части. Кабина явно смещена назад, создавая ощущение присевшей в разгоне машины. Визуальное распределение веса в районе задних колес вместе с легким акцентом подведенных арок подчеркивает то, что моментно-дорожное полотно проходит именно здесь, усиливает ощущение скорости, мощности. Впоследствии подобные уловки стали неотъемлемой частью дизайнерских приемов. А плечевая линия от агрессивной спереди к вальяжно покатой на бедрах, напоминающей нам о том, что перед нами не просто спортивный автомобиль, а утонченный Альфа Ромео родом из Милана. Одним словом, застывший в металле микс, за который Альфа и влюбляла в себя. Добавьте сюда известный всем алфисте мотор Биалбера от кудесника Джузеппе Бусса. Это рядный алюминиевый четырехцилиндровый двигатель с двумя верхними распредвалами и двумя карбюраторами объемом 1779 кубических сантиметров, выдающий около 120 лошадиных сил, что на тонну веса очень даже неплохо. Все вместе позволяло этой Альфе развивать приличные 180 км в час, а сотню разменивать за 10 секунд. Как вы заметили, номера в названии машины немного не совпадают с объемом двигателя. И да, к двигателю они не имеют никакого отношения. Менеджмент компании решил сделать отсылку к знаменитой Alfa Romeo 6750, Alfa Romeo 6C 1750, повергавшей ниц своих соперников на европейских трассах 30-х годов. И в этот раз руководство не прогадало с названием. Машины серии GTA, GTI-M также гремели победами вплоть до 1971 года. В нашем же случае машина в гражданском исполнении GTV V Veloce, скорость быстрая. Как вы видите, на этом автомобиле владелец снял бампер, заменил внутренние фары заглушками, все в духе версии GTA, Alleggerita, облегченная. Что ж, гоночный дух 60-х здесь более чем уместен, ничего лишнего. Ну а теперь давайте переместимся в интерьер, посмотрим, что внутри, ну и прокатимся.
будем испытывать машину на ее разгоны, максимальную скорость, экстремальную управляемость, потому что все-таки возраст, напомню, автомобилю 50 без малого лет, и строгость японской дорожной полиции, поэтому обойдемся без фанатизма. Двери присутствуют. Так, ну что ж, посадки вполне в духе итальянских машин. Забавные педали, немножко педаль тормоза и сцепления расположены архаично. Рычаг коробки передач как будто бы является механическим продолжением руки водителя и уходит в самые недра мотора. Салон немного тесноват, но это обостряет чувство автомобиля. Что ж, поехали. А вместе со мной на месте штурмана поедет владелец автомобиля Йошикава-сан. Все по-спортивному. Давно я не ездил на стареньких машинах. Так, нужно немножко подкачать. Альфа-Ромео звучит. Окей, первая, вторая. Let's go. Окей. Поехали. Да, здесь те самые аналоговые ощущения, в поисках которых в современных автомобилях приходится прислушиваться. Передачи включаются достаточно четко. Сцепление длинноходное, честно говоря, немножечко непривычно. Классный трехспицевый спортивный руль, но он уже современный, МОМА, потому что владелец на этой машине часто ездит на гоночные треки, и, соответственно, рикаровские сиденья, а ее родные сиденья сейчас в процессе реставрации. Ну, как и в целом интерьер, вы заметили, что он именно тот, который был 50 лет назад. Да, характер ощущается с первых же метров. Она откровенная, она настоящая, она не притворяется. Это особенно осознаешь на контрасте со стерильным будущим, которое несут нам электромобили. Машина здорово ввинчивается в повороты, классно разгоняется, приятные тормоза, даром, что здесь 4 диска по кругу, немножечко я тут позакладывал, настоящий Альфа-Ромео. Правда вам скажу, за рулем совсем не ощущается то, что автомобилю 50 лет. Собранный легкий кузов, отзывчивая педаль газа, малюсенькие зеркала, словно из девичьей пудреницы. Да, ребята, правда, я не ожидал от Джулии, что она будет дарить такие эмоции. Вот буквально вместе с вами я за рулем этого автомобиля впервые. Вы послушайте этот мотор. Верди, Вивальди, нет, Биальберо. Да, друзья, хочется на трек. Очень хочется на трек на этой машине. Альфа-Ромео Фантастико. Oh gosh. Oh my goodness. Уф. Мамма мия. Да, ребята, нужно немножко перевести дух. Буду не до конца честен, если скажу, что мне не хочется выехать с Джулией на гоночный трек и промчаться вдвоем по краю наших умений и возможностей. Однако мы не на гоночной трассе, да и наше свидание подошло к концу.